Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и сегодня мы начинаем серию новостных подкастов относительно того, что происходит в Гугле. И сегодня я буду рассказывать вам топ свежих новостей, которые вы, возможно, могли пропустить, если не следите за этими новостями так же тщательно, как и я. Итак, поехали. На выходных появились сообщения о значительных изменениях в местных поисковых результатах Google Maps и Local Search. Пользователи заметили, что их позиции в локальном поиске резко ухудшились. Некоторые компании, которые стабильно занимали первые позиции, оказались за пределами топ-20. Об этом сообщил Барри Шварц на своей, конечно же, C-Round Table. Если коротко, комментарии звучат в стиле: мои позиции рухнули с 1-3 места до ниже 20 за несколько дней. Никаких изменений на сайте я не делал. Компания с 1-2 отзывами теперь в топе, у меня 500 плюс 5-звездочных отзывов, и я за пределами топ-20. Некоторые бизнесы, которые сейчас выше меня, не активны уже несколько лет. Это сумасшествие. Примечательно, что большинство из этих бизнесов не меняли свои сайты, страницы Google Business Profile или другие параметры, которые могли объяснить бы столь резкие колебания. Некоторые считают, что это может быть ошибкой Google, а не запланированным обновлением алгоритма. На форумах сообщается, что это начнется внезапно и уже частично исправляется. Официального подтверждения от Google пока нет, но сообщество SEO активно обсуждает эту проблему и ищет решение. Возможно, это временный сбой, который скоро устранят. Найти новости можно непосредственно в нескольких ветках Reddit, и также на локальный Search форум можно найти здесь переписку, полное подтверждение по всевозможных упоминаний по этой теме. Ну и на Reddit аналогично. То есть можно найти огромную ветку, где обсуждается эта проблема. Вторая тема, которую мы бы хотели обсудить, это, конечно же, рекламная усталость. Очень необычный показатель, точнее термин, который употребляют маркетологи. Наверное, вы его вообще редко когда слышали и никогда не задавались вообще мыслью, а нужно ли обновлять рекламные объявления. Что нужно делать с моей рекламой? Почему реклама может со временем терять эффективность? Рекламная усталость — это тренд, который будет в 2025 году постоянно обсуждаться, потому что не только Нил Пател обратил внимание на него, но и многие рекламисты обращали внимание на момент рекламной слепоты, а теперь еще появляется новый тренд рекламной усталости. Если кратко, рекламная усталость — это снижение вовлеченности и эффективности рекламы из-за ее постоянного повторения. Например, любимая песня сначала вас радует, но слушайте ее на повторе, она будет вас раздражать. И, конечно же, вот Нил Пател очень написал классный лонгрид, посвященный рекламной усталости. Я советую всем его прочитать. Коротко вам расскажу выжимку важных моментов и тезисов из этой статьи. Причины рекламной усталости, их всего 5. Первое — это частое повторение одних и тех же объявлений. Второе — это достаточно скучный креатив. Никто не хочет видеть одну и ту же картинку с одинаковым текстом. Третья проблема — это действительно плохое таргетирование. Показывать рекламу про садовые принадлежности фанатам футбола — это плохая идея. Четвертая проблема — это долгие кампании без обновления контента. Когда вы запустили кампанию, вам заплатили рекламистам и сказали: все отлично, всем пока. Нет, рекламу нужно обновлять. Нужно постоянно обновлять креативы и реагировать на те креативы, которые со временем отмирают, и добавлять свежие, которые еще работают. Ну и, конечно же, пятая проблема — это отсутствие персонализации рекламы. Когда ваша реклама общая для всех, для мужчин, для женщин, она одинакова, и даже текст одинаков. Поэтому очень кратко основные причины рекламной усталости, их можно расположить по следующим показателям. Их тоже 5. Первое — это снижение CTR. Вот если у вас снижается CTR, это по факту и является проблемой, почему можно говорить о проблематичной рекламной усталости. Вторая проблема — это рост стоимости за 1000 показов, то есть CPM. Если показатель CPM со временем начинает расти, это значит, что креативы уже нужно обновлять. Падение конверсий. Конечно же, падение конверсий всегда будет проблемой, но это не совсем прямой показатель рекламной усталости, но он может с ним связан. Негативные отзывы. Например, если вы крутите рекламу в Фейсбуке, когда вам начинают просто на рекламе писать: она меня достала уже, эта реклама. Да, вот эта проблема как раз в том, что это начинает людей доставать. И, конечно же, снижение вовлеченности в соцсетях. Вы видите, что количество лайков и комментариев у вас падает. Это, собственно, и есть эта проблема. Как предотвратить эту усталость аудитории? Что нужно делать? Очень просто рассказывает Нил Пател. Нужно в первую очередь
Обновлять креативы. Конечно, обновляйте вашу рекламу. Второе — это сегментируйте аудиторию. Сделайте кампанию, разделите ее на 3-4 в зависимости от разных типов аудитории. Для жителей городской местности одни объявления, для жителей сельской местности, например, другие. Можно делать разные нюансы, да, допустим, жителям сельской местности, например, у них там доставка только будет, у них нет возможности приехать в магазин, да, и они, соответственно, будут интересоваться только доставкой. Вы видите доставку на первое место в объявлении. В то время как если вы работаете в крупном городе и у вас есть свой магазин, то для жителей города можно сказать, что у нас есть свой магазин. И, конечно же, это может быть дополнительным бонусом для аудитории, которая будет смотреть ваше объявление. Третий момент — это динамическая реклама. Классические адаптивные объявления сами комбинируют заголовки. Просто можно баловаться с самыми вариантами заголовков, посмотреть, какие лучше сработали, и эти тексты использовать, допустим, в других рекламных платформах. Самое важное еще ограничение частоты показов. Google Ads это легко настраивается. В Facebook чуть сложнее, но тоже можно. Настраивайте так, чтобы пользователь видел вашу рекламу не более чем 3-5 раз в неделю. Ну и, конечно же, мониторьте эти показатели. Ну и что делать, если, собственно, усталость уже наступила? Самый простой способ — поставьте рекламу на паузу. Очень просто. Остановите эту рекламу, запустите следующую. Да, и запустите новые креативы. То есть, и, конечно же, расширьте аудиторию. И самое главное, можно, в принципе, оживить даже старые креативы, если просто добавить эксклюзивные предложения. Просто на картинке добавить дополнительный текст, что у вас какая-то акция, которая действует ограниченное время. Ну и, конечно же, последовательные сообщения можно сделать так, чтобы ваши объявления представляли собой словно некий комикс. Это запустит эффект геймификации, что люди будут интересоваться и периодически ловить вашу рекламу, что это кадр 1, а это кадр 2. И там можно сделать как продолжение одной и той же истории. Такой трюк активно используют рекламисты. Рекламную усталость всегда можно победить. Победить 3 вещами: новизной, расширением аудитории и креативностью. Поэтому это не такая проблема, но и про нее нельзя забывать и закрывать на нее глаза. Интересный тренд появился за рубежом, и тоже Нил Пател написал отличный гайд по этой теме. Он заключается на том, что теперь SEO не только в поиске. SEO-оптимизация теперь нас преследует повсюду. И это будет трендом 2025 года. И я на это обращал внимание в своих лабораториях, на наших кузнях. И действительно хочу сказать, что SEO-оптимизация теперь будет преследовать вас везде. От соцсетей до оптимизации карточек товаров вообще на ваших каких-то других сторонних сервисов, например, на Амазоне, если вы будете размещаться, или даже на Проме, на OLX оптимизация. Название вашего объявления тоже имеет значение. Добавление нужных ключевых слов на те или иные странички, это будет все иметь значение. Нил Пател назвал это очень классно: оптимизация повсюду или Search Everywhere Optimization. А я постараюсь рассказать коротко вообще, в чем суть, чтобы вы, как говорится, оставались на коне и в теме. В чем, собственно, проблема, да, которую подчеркивает Нил Пател? Люди начинают действительно искать теперь повсюду. Ищут люди в основном в Google, но чаще используют соцсети, YouTube, TikTok, Amazon, даже голосовые помощники. Во-вторых, молодежь чаще всего использует информацию, ищет и через Instagram, TikTok, а не Google. То есть она Google пользуется не так часто, молодежь. Искусственный интеллект, как ChatGPT, тоже становится мощным инструментом поиска. Он вообще основан на Bing, да, он через Bing большую часть информации ищет, в частности, если мы говорим про OpenAI. Суть заключается в том, что теперь SEO-шить нужно не только ваш сайт, но нужно SEO-шить весь ваш контент, который принадлежит вашей компании, и уделять этому действительно пристальное внимание. Если к нам теперь приходит проект на SEO-продвижение, мы смотрим теперь не только на сайт, но на его соцсети и, конечно же, на его представленность любого другого контента на каких-то популярных площадках. В чем преимущество подхода? Больше охвата и узнаваемости, это само собой. А во-вторых, устойчивость к изменениям алгоритмам. Если что-то поменяется на одной платформе, вы ничего не потеряете, как говорится. И самое главное — это увеличение доверия, видимость на разных платформах, конечно же, укрепляет вашу репутацию. Яркий пример: если вбить в Гугле, допустим, наш бренд, да, брендовая выдача у нас будет отличная. Но это только брендовая выдача нашего бренда. А я хочу, чтобы так ранжировался весь контент, который я создаю. Например, вот возьму кластеризатор ключевых слов. Вот мы здесь на первом месте, вот здесь другие какие-то кластеризаторы. Вот еще моя статья по кластеризации на 9-й строчке. Ну, в общем, видно все очень даже хорошо. Если я даже зайду на видео
я увижу свое видео, ну, в общем, вот еще раз свое видео по кластеризации ключевых слов. Чуть ниже, наверное, найду еще одно наше видео. Собственно, суть заключается в том, что оптимизировать можно контент не только на своем сайте. Где мы должны себя оптимизировать? Начинаем в первую очередь, конечно же, это классические поисковики, будь то Google, будь то Bing. Применяйте стандартные SEO-методы, качественные тексты, техническую оптимизацию и, конечно же, внешние ссылки. Добавляйте всегда EEAT, и покажите экспертность и доверие. Обратите внимание, все видосы, все странички по этой теме, они действительно сделаны классно, не без привлечения каких-либо копирайтеров, либо людей, которые не разбираются в теме. Этот контент создан, как говорится, с любовью для пользователя. И это нужно делать. Второй момент — это социальные сети, то, что самое Instagram, TikTok, Pinterest. Вы можете оптимизировать биографии и публикации под ключевые запросы. Вы можете свой профиль Instagram оптимизировать под нужные запросы, например. Мы увидим, что вот, допустим, у этого фитнес-тренера Одесса, да, он вообще продвигается Instagram-аккаунт. И это даже Reels просто. Перейдем на этот Reels непосредственно, давайте. Вот, фитнес-тренер Одесса онлайн. И мы посмотрим, что оптимизировано вообще у этой фитнес-тренера ее тайтл. А тайтл взят непосредственно из ее заголовка страницы. Инстаграм даже продвинут. Он продвинут под поисковые запросы. Тоже можно продвигаться и здесь. Конечно же, можно использовать хэштеги, можно использовать тренды, то есть продвигаться по трендовым запросам. Ну и, конечно же, самое главное, нужно сотрудничать с инфлюенсерами. Нужно делать так, чтобы на ваш контент было больше взаимодействия, потому что для соцсетей очень важно, сколько у вас лайков, сколько у вас подписчиков, и насколько вы активно постите новый контент. И это важно как для самих соцсетей, так и ранжирования этих соцсетей в других платформах, в том же Google. Конечно же, искусственный интеллект. Создавайте всегда на своем сайте структурированный контент с ответами на вопросы. И очень важно, укрепляйте брендовые сигналы, чтобы АИ предлагал вашу информацию. То есть ваша задача создавать хорошие гайды, хорошо расписанный контент, который отвечает на самые популярные и самые нестандартные вопросы. Возможно, даже поискать вопросы, на которые вообще нет ответов в интернете по вашей теме, и расписать это у себя. И задача, чтобы искусственный интеллект цеплялся за вас как за уникальный и важный источник информации. И, конечно же, все это нужно подкреплять внешними ссылками. Потому что искусственный интеллект учитывает, кто цитирует и кто ссылается на какой контент тоже. Ну и, конечно же, где еще можно себя оптимизировать? Это платформа покупок. Amazon, App Store. Там можно оптимизировать карточки товаров, использовать ключевые слова и визуальные материалы для высокого качества. Ну и, конечно же, альтернативные каналы — это подкасты и форумы. Можно заводить всевозможные ветки на Reddit Quora, закручивая самые популярные вопросы, поднимая нужные ответы, и на эти ветки провоцировать людей взаимодействовать с вами. Можно задавать вопросы, на них же потом можно находить решения, отвечать, либо собирать решения от других пользователей. Ну и, конечно же, подводить внимание к проекту, который вы продвигаете. Как это, собственно, все это внедрять? Вот вы смотрите на этот пирог, вы видите, что Google какую львиную долю занимает еще, да, то есть и под все это, конечно же, можно себя оптимизировать. Первое, что нужно сделать, это изучить аудиторию. Узнайте, где ваши клиенты вообще проводят время, какие платформы используют. Если в Украине почти никто не использует Twitter, не занимайтесь Твиттером, занимайтесь другими платформами. Яркий пример. Адаптируйте контент, подстраивайте под формат, как говорится, под каждую платформу. То есть у вас ваш контент должен быть удачно размещаться на той или иной платформе. Например, вот этот контент я не размещу в ТикТоке, мне придется с ним еще повозиться и как-то его выложить. Я, возможно, придумаю способ, и он появится там. Но просто вам говорю, что не все виды контента подойдут в том виде, как они есть, потому что надо будет это как-то делать 9/16, да, для шортс-контента тоже. Очень важный момент — это следить за метриками. Используйте аналитику, чтобы понять, что работает лучше всего. Ну и, конечно же, сохраняйте единый стиль. Ваш бренд должен быть узнаваем на всех платформах. Надеюсь, вот здесь сейчас будет очень много зеленого, очень много логотипов. Вы увидите, что этот контент исключительно наш, а не создан кем попало. Ну и, конечно же, спикер — это тоже часть вашего бренда. А с какими проблемами вы, конечно же, можете, реально столкнуться? Конечно же, ключевые проблемы — это ограниченные ресурсы. Если времени или бюджета мало, сосредоточьтесь на ключевых платформах, где активна ваша аудитория. Например, как мы на YouTube. Исследуйте алгоритмы, следите за обновлениями, конечно же, и адаптируйте под новые правила игры. Ну и, конечно же, согласовывайте свой контент. Если формат разный, используйте всегда общую визуальную и текстовую стилистику. Например, мы сейчас продвигаем несколько проектов, которые занимаются полностью по видеомаркетингу. Один занимается солитером, это пассианс косынка, если вы его знаете хорошо. Второй — это финансовый проект по торговле криптовалютами на специализированных биржах.
И оба проекта абсолютно разные, но используются все вот эти методы. И преемственность и единство контента на всех платформах, конечно же, это очень важный момент. Поэтому это те тренды, на которые сегодня в маркетинге нужно будет уделять внимание, по крайней мере, в первом квартале 2025 года. На этом у нас подборка новостей на сегодня все. Я запишу свеженькие новости, возможно, на следующей недельке. Они выйдут на нашем канале. Поэтому буду рад, если вы подпишетесь на наш канал, будете задавать мне вопросы, конечно же, где? В комментариях или в нашей телеграм-группе. Эти дайджесты будут регулярны на постоянной основе. И если вам нравится такой контент, лайкните. И, конечно же, если еще не подписались, подпишитесь на наш канал. Всем спасибо и пока-пока.